Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Друзья, как обычно, сначала рассказываю общую тенденцию недели, потом перечисляю каждый день, каким же он у нас будет, для того, чтобы понимать, какие дни будут напряженные, какие будут более расслабленные, для того, чтобы вы могли как раз-таки спланировать свое время. Ну что, поехали. В целом неделя у нас будет разной. Опять же, да, будут и напряженные эмоции, будут как и гармоничные. Но что одному хорошо, другому не совсем. Да, всю неделю у нас из напряженных аспектов это Солнце в квадратуре с Нептуном. Солнце в знаке Рыбы, Нептун в Овне. То есть где-то у нас будут иллюзии по поводу наших действий. Нам будет казаться, что мы делаем слишком много, что как-то вот мы перерабатываем, будет казаться нам, что где-то мы наводим справедливость, а где-то на самом деле тянем одеяло на себя, поэтому здесь будьте аккуратны в этом аспекте, потому что также у нас начинает съезжаться все ближе и ближе в точную оппозицию Юпитер с Плутоном, а это вопросы больших споров, которые могут, естественно, прийти к деньгам в том числе, вопросы большой репутации. На самом-то деле Юпитер в оппозиции с Плутоном у нас будет стоять еще весь июль, и только к августовскому коридору затмений закончится этот аспект, поэтому понимайте, какой большой игрой вы решите заняться на самом-то деле, потому что неделя мощная и заряженная, после как раз-таки летнего солнцестояния, которое у нас случится 21 июня. Да, Юпитер в точных квадратурах на кармических узлах, и к нему подъезжает Марс. То есть резко будут меняться события. Новостная лента будет не радостной, больше агрессивной, потому что Марс агрессивная планета, и нам будет казаться, что последний, последний такой волосок нашего комфорта, нашего счастья где-то будет рваться, да, поэтому здесь будьте аккуратны с своим личным впечатлением о новостях, поэтому еще аспект же Солнца с Нептуном, он это такое немножко депрессивное состояние. Опять же, музыкантам и творческим людям это очень потрясающий аспект, потому что очень большой потенциал эмоционального интеллекта начинает работать, да, какие-то сочинительные истории. То есть момент творчества абсолютно. Поэтому если вы творческой профессии, эта неделя абсолютно для вас. Для людей более приземленных я и не могу сказать, что Сатурн у нас напряженный. Нет, у нас на этой неделе Венера в гармоничном аспекте с Сатурном, поэтому все люди приземленные, кто любит планировать, кто движется к статусу, к карьере, к выработку своей какой-то большой мощной популярности и построение своей репутации, это очень хороший аспект для вас. Момент идти в рост, но опять же, Юпитер будет в оппозиции с Плутоном. Этот рост легко не дастся. Будьте готовы, не отказывайтесь, если не получится с первого раза. Не слушайте тех, кто говорит, если с первого раза не получилось, значит не твое. Даже если с 20-го раза не получится, не факт, что это не ваше. Просто значит цель у вас такая большая, масштабная и интересная. Вот. Из таких творческих, активных аспектов Юпитер подъезжает, точнее Меркурий подъезжает к Юпитеру, при всем при этом в абсолютно гармоничных аспектах к Урану. И здесь момент развития, возможные переезды, либо мы двигаться будем в сторону переезда, опять смотря, да, это общий гороскоп, про всех не могу сразу сказать, но большая тенденция на этой неделе заложить большой фундамент к развитию, к переезду, к улучшению своего качества жизни, не без разрушения старого уклада или того комфорта, к которому вы привыкли ради
будущего, ради еще большего, ради еще интересного. И этот момент тоже нужно понимать. Вопросы, связанные со знаниями, очень хорошо будут актуальны, сдача экзаменов, выступления на публике. Очень классная будет тенденция, которая раскроется еще в июле, потому что с 30 июня у нас Юпитер переходит в знак Льва, и здесь все ораторы выходят наружу и становятся на сцену, точнее, и становятся такие более известные, более значимые. Но опять же, это не будет легко, репутация может быть такая смазанная, потому что Юпитер переходит в знак Льва в оппозиции с Плутоном. Поэтому будьте аккуратны в своих спорах, которые вы все-таки хотите довести до конца, или проще эту историю уладить другими мирными вопросами, потому что все-таки Юпитер в оппозиции с Плутоном, можно очень сильно отвлечься не в ту сторону, куда бы хотелось. Вот такая неделя. Не могу сказать, что она какая-то сложная. Она объемная, она мощная, она яркая, она интересная. Она будет требовать от нас принятия решений для того, чтобы мы двигались вперед, развивались. Для кого-то это будет сложный процесс, потому что, возможно, череда таких больших, мощных, глобальных мировых увольнений, потому что Юпитер – это социальная планета, и все-таки отвечает за наш рост. И она будет в оппозиции с Плутоном, но опять же решения будут приниматься на этой неделе, и как раз-таки уже озвучено все это будет в июле, то есть пока это только такие наброски. Поехали. Каждый. Итак, если мы смотрим по дням, то понедельник, 22 июня, Луна в знаке Весы в оппозиции с Сатурном и с Нептуном. И эта история однозначно того, что нужно решать какие-то сложные дела, связанные со своей работой, со своими эмоциями, потому что захочется и стабильности, захочется и ничего не делать, захочется быть обманутыми, захочется и максимальной честности. Но Луна в знаке Весы – это история, когда нам нужно быть дипломатичными, решать вопросы, даже если они нам не нравятся абсолютно. И да, абсолютно гармоничный аспект с Венерой. Договаривайтесь с женщинами. С женщинами получится договориться очень хорошо. Движение в новое, в интересное тоже будет складываться эта история. Поэтому все-таки скажу так, не бойтесь сложных вопросов, решения всех задач, не выходите на эмоции для того, чтобы эти задачи не стали еще сложнее. 23 июня – это вторник, Луна по-прежнему в знаке Весы, но уже в квадратуре с Меркурием, когда нам не захочется особо-таки договариваться, заканчивающаяся оппозиция с Сатурном, и хоть и гармоничный, но аспект с Лилит, когда нам немножко страшно говорить за свое, страшно отстаивать свое мнение, свою правоту, не хочется особо договариваться с другими людьми, такие аспекты сложноватые, но тем не менее, помните, всю неделю Сатурн в гармоничном аспекте с Венерой. Поэтому здесь, если вы хотите в своей жизни нечто красивое, интересное создать, фундамент для своей жизни, вопросы к сделке, к приобретению недвижимости тоже будут очень хорошо закладываться на этой неделе. И понедельник, вторник очень хорошие дни для того, чтобы это решать. Среда, 24 июня, Луна перешла уже в знак Скорпион, и это очень динамичные аспекты. Во-первых, Луна в Скорпионе, еще и в квадратуре с Плутоном, в квадратуре с Меркурием и с Юпитером, когда хочется очень много. Луна в Скорпионе либо очень сильно страшно в эти дни, будут какие-то
пугающие действительность события за свое будущее в том числе, либо будет сложно, там какие-то страхи, паники, вопросы, переживания. Такой волнительный достаточно день. Если у вас на 24 июня как раз-таки выходят бюрократические истории, связанные с визой, с формальностей, они легко не дадутся, но все-таки делайте, и все получится очень хорошо. На следующий день, 25 июня, во второй половине дня Луна в знаке Скорпион, в квадратуре с Венерой, но во второй половине дня Луна уже будет в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому если в среду у вас не получилось 24 июня, то в четверг, 25 июня, должно доделаться то дело, которое вы задумали ранее. Не спорьте с женщинами 25 июня, это у нас четверг. Будьте аккуратны, не ругайтесь, потому что захочется поспорить о своем, о мощном каком-то таком. Пройдет время и скажете, для чего это было, потому что у Венеры абсолютно гармоничный аспект Сатурна в эти дни. И здесь, конечно, бы о продуктивном, не об эмоциональном, понимаете? 26 июня 2026, дата-то какая, да? При всем при этом в первой половине дня Луна в знаке Скорпион в гармоничном аспекте с Меркурием, с Юпитером. И да, во второй половине дня в оппозиции с Марсом и с Ураном, которые сходятся в соединение к концу недели, да. И опять же, если к этому дню или в этот день, что очень вполне вероятно, в вашей жизни случатся события, которые будут казаться как резким обнулением всех своих каких-то ситуаций и решений, вам резко захочется передумать, выйти из каких-то отношений, бросить работу, ту жизнь, которую вы строили так долго. Постарайтесь принять максимально рациональное решение в пользу своего будущего все-таки, потому что очень хороший день для того, чтобы договариваться, находить выходы из сложных ситуаций, для того, чтобы на этой ситуации подрасти и сделать еще лучше. Не факт, что не получится все урегулировать на самом-то деле, просто ситуация может сложиться очень резко, но путей решить сложные ситуации очень много. Юпитер к росту, то есть вы на этой сложной ситуации наоборот подрастете, и вам это только в плюс. Меркурий в гармоничном аспекте, договаривайтесь с кем только можете в пользу своего будущего, своего движения. И да, во второй половине дня, пятницу 26 июня, Луна переходит в знак Стрельца, и еще субботу Луна будет в оппозиции с Ураном, поэтому если в этот день вам захочется что-то резко бросить, обнулиться, еще раз повторюсь, будьте аккуратны, потому что все-таки в субботу вам захочется, да, 27 июня, что Луна в Стрельце, но в гармоничном аспекте с Плутоном, с Сатурном, вам уже захочется по-взрослому подойти к каким-то своим детским, вчерашним мыслям, которые были легкомысленными, да, поэтому вот такой момент, задумывайтесь о стабильности, о том, что останется для себя. 28 июня, воскресенье, Луна в гармоничном аспекте с Венерой, Луна в Стрельце, но в соединении с Лилит. При всем при этом гармоничный аспект с Сатурном. Опять же, очень потрясающая история планировать свой рост, социальный рост в том числе. Луна в Стрельце, но в соединении с Лилит. Большой трин – это такая астрологическая конфигурация. Луна, Венера, Сатурн. Все это на огненных знаках. Если в этот день запустить нечто такое большое в своей жизни, получится такой больший результат, чем он был ранее. То есть очень много действий, усилий нужно приложить, все, что связано с ростом, развитием, выходом на публику, то есть масштабом своей личности. Луна-то у нас в знаке Стрельца. Опять же, если не побоимся, Луна в соединении с Лилит. И только это может нас очень сильно остановить от движения вперед.
Вот такая неделя нас ждет. Неделя на самом деле способствует к развитию. Мы немножечко засиделись, заждались, что все как-то решится само, но все само не решится. В это лето очень будет много изменений, и хотелось бы, чтобы у всех смотрящих это видео изменения были только в положительном ключе. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей недели. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.